Всем привет, меня зовут Антон Борвин, я тренер Академии покера по кэш-дисциплине. Решил записать я данное видео потому, как получаю много однотипных вопросов от начинающих игроков касательно стабильного плюса в покере. Исходя из этого, я вам и решил рассказать о простых, но очень важных истинах, которые уже в ближайшее время помогут вам выйти в плюс. Вначале я обозначу основные ошибки покерного мышления у новичков. После расскажу об ошибках в начале покерного пути и поделюсь своей системой подхода в обучении. Хотите узнать больше секретов стабильного плюса? Тогда курс ProCash 3.0 то, что вам нужно. Кстати, обучение стоимостью 9900 оплатит наш спонсор. Поторопись, предложение ограничено. Я выделил 4 основные ошибки мышления, и это ГСЧ подкручен, переоценка значимости денег, лудомания и лень. Начнем с ГСЧ. Если у вас изначально сложилось такое впечатление, что румы всем подкручивают, только не вам, задумайтесь, может игра в покер на деньги не для вас? Здесь я хотел сказать, что покерные румы заинтересованы именно в честности игры, ведь доход они получают именно от комиссии, которую берут с каждого игрока за организацию игры. Если они будут подкручивать в ту или иную сторону, то попросту будут терять клиентов и доходы падать соответственно. Далее переоценка значимости денег. Из-за того, что игроки относятся неправильно к своим деньгам, происходит еще большая потеря. Деньги управляют психологическим состоянием и как следствие жизнью. Нужно, чтобы вы управляли деньгами, а не деньги вами. Как только был сделан депозит, денег нет, есть только инструмент работы, и вы просто обязаны забыть о деньгах. После идет лудомания. На мой взгляд, лудомания – это когда желание отыграться превозмогает здравый смысл. И такие игроки, как правило, играют до нуля на счету. И что говорит об отсутствии кнопки стоп. А для того, чтобы в покере стабильно плюсовать, необходимо принимать взвешенные решения, требующие дисциплины. Теперь поговорим про лень. Много игроков своей ленью и постоянным перенесением всего на завтра просто губят свое будущее, и не только в покере, а и в реальной жизни. Если вы не сделали, скажем, всего 3 важных дела сегодня, и так каждый день, то за месяц их будет 90, а за год это уже и 1080. Когда невыполненные дела начинают накапливаться, уже лень их делать, и кажется, что это трудно и невыполнимо. Как думаете, оправдано ли откладывание дел на завтра, или все же лучше не топтаться и прогрессировать? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Давайте теперь поговорим об ошибках в начале обучения. И я выделил 2 основные. Это переизбыток информации и шаблонное мышление. Что я имею в виду, когда говорю о переизбытке? Слишком большое количество информации, собственно, как ее недостаток, для многих покеристов может оказаться своеобразным костылем в обучении. Особенно это касается тех игроков, которые впитывают всю информацию, которая попадается им на пути. И проблема подхода такого в том, что все накопленные знания в голове лежат будто разбросанные вещи по комнате, без какой-либо систематизации. Теперь шаблонное мышление. Принятие решения в покере всегда должно быть тесно связано с типом оппонента, размером его стека, динамикой за столом, текстурой борда и прочих нюансах. Все эти данные оказывают существенное влияние на принимаемое решение. Поэтому масса обучающих материалов построена лишь на базовых концепциях. Предложенная информация ограничена и должна использоваться как основа для самостоятельной работы над своей игрой. Проблема новичков же в том, что они пытаются придерживаться абсолютной истины. Мышление шаблонами не поможет вам в игре, когда придется принимать массу неоднозначных решений. Идеального ответа на все случаи жизни не бывает. Со временем игрок это понимает и начинает менять свою игру в соответствии с накопленным опытом. Исходя из вышесказанного, хотел бы вам дать 3 совета на старте обучения. И первый совет – выбрать один источник информации, чтобы не распыляться и сразу получать структурированные знания. Второй. Как только определились с одним источником информации, необходимо любой материал проанализировать несколько раз. И третий совет – это обязательное ведение конспекта для записи самых важных и интересных мыслей. Такие записи всегда будут полезны, так как во время практики всегда можете обратиться к ключевым моментам, выписанным в тетрадку. А если вы еще не определились с источником информации, тогда курс ProCash 3.0
То, что вам нужно. В курс входит 9 полезных видеоуроков, 4 групповые тренировки и 1 индивидуальное занятие с профессиональным тренером. И тесты после занятий для закрепления материала. Кстати, обучение стоимостью 9 900 оплатит наш спонсор. Поторопитесь, предложение ограничено. Ссылка на курс в описании. С вами был Антон Борин. Всем пока!